Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне Vivo IQ Neo 9S Pro. Не путайте с Vivo IQ Neo 9, не путайте с Vivo IQ Neo 9S Pro Plus, и тем более не путайте с Vivo IQ Neo 9, который был практически год назад, и про него я рассказывал. Выглядел он практически так же, даже в том же цвете. Я, кстати, все их в красном цвете покупаю специально, поэтому на обложках кажется, что они одинаковые. Хотя, в принципе, внешне они почти одинаковые. Кстати, вот здесь мне не особо радует, что Type-C-шник не по центру. Но это все мелочи жизни. Что это такое? Это смартфон, который выбивает почти 2 миллиона баллов в Antutu. Это смартфон, который я сравню для вас по видеосъемке и фотосъемке с Pixel 8a, который является очень-таки приличным смартом. Он имеет 120-ваттную зарядку, заряжается мега быстро. Понятно, не как они обещают, но за 15 минут и 50% он у меня заряжался. На стриме я заряжал его полностью. За какое время можете посмотреть. На него был один из первых это смартфонов, на который я делал 5-часовую практически прожарку. Там я его тестировал, играл в игры. Для примера, допустим, в том же Diablo его великолепный прямой экран смог поедать только 21% заряда в час. Это очень круто. Если говорить про зарядку, она была и правда супер быстрая, тач был отличный. Повторяюсь, почти 2 миллиона баллов в Antutu, супер новый процессор, фанаты МТК, радуйтесь, 9320+. И понятно, что это чуть-чуть улучшенная версия IQ Neo 9 Pro, но это новинка. То есть он у нас был в конце июня выпущен, и по этой причине обнов будет много. Какие здесь еще плюсы? Понятно, супер быстрая память, понятно, последний Wi-Fi, двухдиапазонный GPS, что немаловажно, 2 физические симки, запись звонков, русский язык, Google сервисы и довольно вкусный ценник, потому что сегодня, допустим, на Алишке он вообще супер выгодно, и даже без всяких распродаж их часто скидывают достаточно приятно. Но все ли так хорошо, об этом вы, разумеется, узнаете в ролике. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в упаковке, выполненной в черном цвете с названием и краткими характеристиками у модели. Упаковка хорошая, в комплекте у нас сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, силиконовый обыкновенный чехол, краткое руководство, блок питания на 120 Вт с китайской вилкой и кабель для зарядки с Type-C на Type-C. Слот прорезиненный на 2 нано-сим-карты, карту памяти запихать сюда нельзя. Весит смартфон 192 грамма, а габариты составляют 164 на 75,9 на 10,3 мм. С блоком камер притом, а без него всего 8,3 мм. Напоминаю, что 7 обзоров в неделю минимум выгружаю, плюс ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме. Подписаться на Телеграм-канал скидок вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к обзору. Приобрести данный девайс можно в черной, красно-белой и белой расцветке. Дизайн такой же, как и у всех моделей 9 линейки Neo. Разница между Neo 9 Pro и этой моделью только в том, что Neo 9S Pro оснащен таким же, но слегка улучшенным процессором. В основном Ctrl-C, Ctrl-V. В красно-белой расцветке тыльная часть стилизована под кожу, а в белой и черной смартфон имеет стеклянные крышки. Рамка пластиковая, к сожалению, сборка устройства хорошая, плюс есть защита по стандарту IP54 от влаги. В руке смартфон лежит комфортно. Грани прямые, одной рукой пользоваться смартфоном можно и довольно удобно. На корпусе расположили стандартно кнопку питания и качели регулировки громкости. Далее есть разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны, ИК-порт и динамики. Мини-джека под наушники не завезли. Звук в Neo 9S Pro стерео, но не полноценная. Перекос по громкости между динамиками легкий, но есть. В настройках можно обнаружить некоторое количество функций для персонализации звука, плюс само звучание довольно хорошее. Линейный вибромотор по оси X с поддержкой 4D тактильно приятный и настраиваемый, но настройка минимальная, плюс про тыльную часть хочу отметить, что вот эта вот поверхность рано или поздно придет в негодность, если будете использовать без чехла. А самый кайф использовать как раз без чехла. И у кнопок довольно приличный люфт. Смарт оснащен OLED 8T LTPO дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2800 на 1260 пикселей 1,5К и частотой обновления экрана от 1 до 144 Гц. Опять же, 144 Гц доступны по большей части только в китайских приложениях. Соотношение сторон экрана 20 к 9, экран плоский, рамки не громадные, как и подбородок. Плотность пикселей
пикселей, 452 ppi, пиковая яркость по моим замерам 1000 люксов, максимальная 1400-1500. Есть поддержка HDR10+, полноценная технология Always On Display и шим затемнения до 2160 Гц. Шим выше 20% не поднимается, не сказал бы, что очень комфортно. У меня конкретно после 5 часов прожил довольно долго на стриме. Можете посмотреть стрим в записи. Глаза чесались. Но может быть это потому, что был 4-й стрим подряд по 5 часов. Каждый день я проводил для разряда в ноль. Так что смотрите канал для стримов. Там много всего полезного, но очень долго. Тесты в режиме онлайн. Сенсорный отклик у экрана отличный как в играх, так и в повседневном использовании. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран распознаванием лиц и стандартными способами. Есть также комбинированный способ разблокировки. Зарегистрировать один и тот же отпечаток одного пальца нельзя. Все способы разблокировки отрабатывают хорошо и без каких-либо проблем. Конечно, промахи изредка проскакивают, но в допустимой норме. Летим дальше. Процессор установлен MediaTek Dimensity 9320+, техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами и максимальной частотой 3,4 ГГц. Графический процессор Mali G720 Immortal MP12 и стандартно также установлен игровой чип Q1. Оперативная память LPDDR5X и доступна на выбор 12 или 16 ГБ. Внутренняя память UFS 4.0 на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. К сожалению, карты памяти сюда не запихать, и когда вы скажете, что нигде не запихать, вспоминаем Sony, флагмана. Мало того, что там можно ногтем просто вытащить салазки, так еще и карту памяти можно запихивать. Интерфейс Origin OS 4 на базе Android 14 версии, Google сервисы, разумеется, все на борту, русский язык есть, но проблемы с оповещениями, повторяюсь, никуда не делись, даже после настройки. Хотя у кого как. Кто-то настраивает так, что все оповещения им приходят. По беспроводным возможностям Smart имеет поддержку Wi-Fi 7 серии, 5G сетей, 4G сетей ниже. Для 4G 7 и 3 бенд на борту, а вот 20 здесь нет. Датчик приближения работает хорошо, не глючит и не подводит. Скорее всего, это физический. Запись разговора есть и без уведомления собеседника о начале записи. Напоминаю, потому что это китайская версия смарта. Bluetooth чип версии 5.4, аудиокодеков на борту очень много и вам хватит точно. NFC смартфон поддерживает, MirPay встает, GPS-тест в городских условиях показывает точность до 1 метра и он двухдиапазонный, за что отдельный плюс. Емкость аккумулятора 5160 мАч, смартфон выдал 10 часов 12 минут в PC-марке, и это очень круто. В Work Performance 13295. Сейчас поймете, что он не везде оптимизирован, потому что смарт поддерживает быструю зарядку до 120 Вт. По идее, за 20 минут там он должен был заряжаться полностью или за 9 минут. На 40% они обещали. По факту у меня получилось, что за 10 минут он заряжается на 30%, за 36 минут на 97%, и в принципе за 15 минут там с 4-го раза он на 50% заряжался. Это в принципе неплохо. Поедает в час в Diablo он 21%. В PUBG через 20 минут начинается проседание периодическое FPS, и в PUBG он поедает 47% в час. Это прям космос. Притом в Genshin Impact он поедает только 31% в час. Вот такая вот матрица. Хотя в том же Diablo, в отличие от Pixel 8a, он может выставлять 60 FPS. Пусть даже и случаются фризы, но не критичные. Напоминаю, что Pixel 8a в те же деньги, он даже дороже. 60 FPS в PUBG не выставить. Вот такая вот печаль. За 1 час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi в среднем уходит 5% заряда на 100% яркости. Перейдем же к тестам. Как он прошел тротлинг-тест, вы видите на экране, что он показал в Geekbench. Все ясно и понятно, но особо хочу отметить 3D Mark. Почему? Потому что он прошел его просто отвратно. Посмотрите на стабильность. Вот и процессор. Оптимизация под одно, под другое оптимизации нет. Поэтому в Diablo он вел себя хорошо, а в PUBG, считайте, его только на 2 часа хватит. Это прямо скажем дичь. В Antutu он выбивает 1 900 000 попугаев, и это хорошо. На 3-м прогоне показывает 1 600 000. Посмотрите прожарку, я там делал 3 прогона, он довольно прилично сбрасывает яркость, но с другой стороны не все так плохо. Storage тест показал довольно скромное для этого типа памяти 157 000, но это тоже хорошая цифра. Стресс-тест прошел смартфон очень плохо, результаты вы видите тоже на экране. Переходим к камерам. Основной блок камер с тыльной части состоит из 2 сенсоров и LED-вспышки. Основной сенсор Sony IMX 920 на 50 мегапикселей с оптостабом, апертура 1.9 и максимальным доступным разрешением для видеосъемки 8К 30 FPS, а также есть 4К 60 FPS и ниже. Сверхширик GN1 на 50 мегапикселей с апертурой 2.0, углом обзора в 119 градусов и цифровой стабилизацией. Фронталка на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана в круглом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео у нее 1080p 30 FPS. Короткие примеры вы сейчас увидите. Так, ну что, 4К 60 FPS, автоматическая подстройка частоты отключена. И вот так
вы сможете снимать на эти два устройства. 4К 60 FPS это прям сильно, но смотрите, iQOO сразу проигрывает по работе с светом, во всяком случае визуально. Возможно, технически это будет не так, но зато у него нет шумов практически. Если мы вот так вот потихонечку снимаем, то картинка у него лучше. Но, опять же, может быть, вы видите не шумы. Так, ну и ультраширики работают только в режиме 4К 30 FPS у пикселя. У этого в 4К 60 FPS у iQOO. Вы бы знали, сколько сравнения дублей занимают, и сколько вы не видите, потому что где-то 70% я стабильно забываю либо у одного 30 FPS выключить, либо у другого, либо протереть, либо еще что-то. В общем, все еще раз протерто. Конь снимается в 4К 60 FPS плавно вот так. И плавно обратно вот так. По поводу пикселя. Вот она работа со светом, итоговый вид вы видите. И вот она работа со светом ночью по шумам у пикселя и у iQOO. Однозначно лидер здесь на смартфон, если смотреть на смартфоне, то iQOO. Как в реальности будет, ну это уже вам виднее сейчас. Так, ну и для чистоты эксперимента съемка в 4К 30 FPS, притом пиксель может уходить в этом разрешении на ультраширик. И iQOO 4К 30 FPS. Насколько все плавно или не плавно, или наоборот все великолепно, вы сейчас видите. Вот так вы сможете на них снимать на основной модуль. Ультраширики можно тоже сравнить, но пока я смысла не особо вижу. И по цветам, и по фокусу вы сами видите все. Кто с чем как справляется. Опять же, я думаю, под все цели и задачи я вам показываю примеры почти. Кроме, опять же, съемки постановочной. Повторяюсь, если съемка постановочная, можно сделать красивый за $150 смартфон с правильным светом, с профнастройками, штативом и местом, временем, моделями. В общем, было бы желание. Почему? Потому что, вот, допустим, шумов у пикселя прям море. Если вы их видите, как и я, это прям очень плохо. Надеюсь, что вы их не видите. Ну, вот так вы сможете себя снимать на эти два смартфона. Плюс... Так, 4К 30 FPS, съемка с двух рук, недостаточно освещения. По фэншую надо в 4К 30 FPS идти. А насколько хорошо или плохо на основной модуль решать вам. Если вы сможете еще более плавно идти со смартфоном, круто. Если вы сможете идти супер медленно и что-то там рассказывать, супер круто. Но чаще мы идем обычным шагом, снимаем на смартфон, и нам кажется, что он должен отрабатывать волшебно. Иногда он так и отрабатывает. Но иногда не очень хорошо отрабатывает. Здесь, как говорится, все зависит от положения звезд. По цветам ближе iQOO, кстати, чем пиксель. Пиксель высветляет. Как говорится, вот это вот желтое, которое кому-то не нравится, но если оно такая температура цвета и света, какая она должна быть, по-вашему, если она такая? Ну что же, лифт 4К 60 FPS, и вот так вы сможете себя снимать на два эти устройства. Пиксель, правда, в чехле, но я не думаю, что это особо сильно на съемку влияет. Вот так довольно неплохо. Ну и как может быть плохо, это 4К 30 FPS у фронталки и 1080p 30 FPS у фронталки у iQOO. То есть пиксель в этом смысле. Зато пиксель из меня делает человека из потустороннего мира. Ну что, 4К 60 FPS, съемка с двух рук, и это пиксель против iQOO 9s Pro. У всех, нет, только у iQOO включено усиление голоса, и iQOO прям лютейшим образом выкручивает цвета. Притом пиксель их, ну чуть-чуть, но выкручивает тоже, но iQOO прям это делает очень сильно. И вот так вы сможете снимать на эти два смартфона днем в сравнении. Но днем снимает все плюс-минус одинаково. Давайте быстро. Раз, два.
Вот, кстати, когда я так вожу, больше подглючивает пиксель. Но по факту неизвестно, как он записывает. Вполне возможно, он записывает лучше. Ну и по зуму X5, допустим, против X5. Вообще не камерафон IQ, но что есть, как говорится. Вот X5 ровно. Разница, как говорится, на лицо. И фронталка 4К против 1080p. 4К тоже такое виртуальное у пикселя, но мне нравится, как он снимает. Киношно. Хотя цвета у рубашки перекручены у пикселя, а у, кстати, IQ они близки. По динамическому диапазону ушатайка, да и в целом, можно сказать, что сравнивать нечего, но с другой стороны, мы же сравниваем, правильно? У IQ свои прелести. Повторяю, что у Pixel 8a даже 60 FPS в Diablo не выставить, а у Poco X6 Pro можно. То есть здесь ограничить тензор, это просто, это вот вместе с рамками. И рамки у Pixel 8a просто супер-мега топ в 2024 году. Так, на секундочку, здесь, кстати, 4К 60 FPS и 8К есть. И вот иксы. X3, X5, X6, X7, X10. Плохо, что нет этого какого-нибудь колесика. Вот это все плюс-минус делаешь, но в целом неплохо. Сейчас у меня не стоит усиление голоса. 5 секунд и включу. Вот сейчас стоит усиление голоса. Плюс можно включать паузу. Не поддерживается 4К 60 FPS для съемки на фронталку. То есть нельзя переключиться на фронталку. Но можно сейчас нажать паузу. Сейчас я это и сделаю, кстати. Не буду делать. Это не надо делать, потому что кофе пошло. Когда кофе пошло, делать этого не надо. Для того, чтобы вы могли увидеть, как фокус отрабатывает. Сейчас я не помогал пальцем. Хотел помочь, но не помогал. И вот так. У меня плюс-минус одинаковые кадры в каждом ролике. Сейчас единственное, здесь есть дополнительное освещение. Иногда нет дополнительного освещения, иногда есть. В подобных условиях, но оно не прямое. То есть позади просто чуть-чуть подсвечивается, потому что... Опа, все. Все, вот так делать нельзя. Иначе потом опять придется все мыть. Пошел я все мыть. Ну и по фэншую с дополнительной стабилизацией наливаем кофе. Очень неплохо выглядит это на смартфоне. Так, обнова пришла, усиление звука включено, ультраширик и съемка с двух рук, 4К 60 FPS. Зумировать нельзя. По автофокусу он есть на ультраширике, плюс в карму. Единственное, конечно, плохо, что нельзя переходить с основы на ультраширик и на фронталку в 4К 60 FPS. Но, как говорится, тоже неплохо. Чего хотеть от айкушек, которым всего 5 лет. И по автофокусу все, сам. Усиление голоса включено. Зум. Как мне говорят, никто так не снимает. Все так снимают. А еще если добавить пару горячительных стаканов чего-нибудь. X10 бесполезно, как вы понимаете. То есть где-то полезно... Полезные телевики. Если нет телевика, то вот это вот все, оно так. Основа хорошо снимает. Но контраста добавляет, яркости добавляет, цвета не особо соответствуют. Хотя у ремешка, да, и у ремешка он более бледный уже. Ну, на фронталку классически забили, 1080p 30 fps, усиление голоса. А позади динамический диапазон просто мракобесный. Единственное, радует, да, если вам за 40, как и мне, то вы будете лучше выглядеть на эту фронталку. Так что, может быть, айкушники думают о взрослых дядьках и думают, ну а зачем вам хорошие фронталки, друзья? Это плохая история. Ну что же, 4К 60 FPS, основа, на ультраширик не перейти, но в 4К 60 FPS он снимать может. Вот так вы сможете снимать при спуске с горы. А я хочу отметить, что смартфон относительно других айкушек стал снимать по мне намного приличнее, но опять же мне не нравится его работа со светом вообще никак. То есть то ли у них в оптике дело, я раз 500 уже его протирал микрофиброй, и либо это у меня со стеклом такая беда, либо они это специально делают, чтобы не быть конкурентами тем же Vivo, потому что смартфоны и правда очень крутые.
Не считая, кстати, конечно, тыльной части, потому что лучше бы она была из стекла. Обязательно посмотрите прожарку, потому что у меня смутное ощущение, что, учитывая его стабильность, теплоотведение здесь из-за этой тыльной крышки, конкретно в моей расцветке, не фонтан. И, возможно, лучше приобретать с другой крышкой, не с кожзамом. В общем, смысла тестировать фронталку очень мало, но 1080p 30 fps, вот такая фронталка. И особенность ее, наверное, основная в том, что она никакая. Ну, она и должна быть никакая, потому что 1080p 30 fps. Про режим на видео, к сожалению, 120 fps не поставить. Можно вручную все менять, ничего не меняю, но давайте зум посмотрим, бесполезно ночной. Ночной бесполезный зум. X5. Вот сейчас интересный тест на последних 4% заряда съемка. И в целом, если смотреть, как он снимает, да, он перекручивает цвета с одной стороны, с другой стороны, ну, я не видел сбросов FPS в файлах, но еще будет тестирование. Напоминаю, что я включаю на 100% и потом смотрю, что он может делать. Ну, подтормаживает он знатно, когда зум делает. X10 максимум. Да, все-таки не надо мучить смартфон, когда он полностью разряжен. Там 2% осталось, наверное, суммарно. Так, вот смотрите, здесь самое интересное. Мы берем два ультраширика Neo IQ и Pixel. И при приближении мы видим, что у IQ лучше по деталям какие-то моменты, с одной стороны. С другой стороны, зелень просто желейная и цвета выкручены. Объективно здесь, хотя Pixel делает просто какую-то дичь в плане детализации, и я не знаю, то ли со стабом у него что-то не то, то ли еще что-то. Назвать его лучшим по деталям я здесь не могу, хотя ощущение мыла. Вот у Pixel ощущение мыла и искажения, плюс даже искажение по краям. Фотография немного деформирована. Если говорить про основные модули, здесь наоборот. IQ повел себя еще хуже, намного хуже, чем Pixel. Почему? Потому что если мы обратим внимание, опять же, на детали, то Pixel здесь выигрывает по полной программе в этом сценарии. И по цветам, и по деталям. Но, опять же, шумы и вот эта вот мыльность, она, конечно, бесит. Если говорить про ночную съемку в помещении, то здесь вы особой разницы не увидите. Мне больше нравится, как отработал IQ, но у вас может быть какой-то другой взгляд. И по цветам по мне лучше, и по деталям. То есть все намного четче. Скачивайте исходники, делайте для себя вывод, но однозначно я не могу сказать, что вот IQ проиграл по полной программе Pixel. Нет, есть моменты, в котором он лучше, есть моменты, в котором хуже. Первого взгляда, там, допустим, начнем с фронталки. Фронталка у IQ, она делает вас, ну, минимум на лет 20 моложе. Хорошо ли это? Конечно же плохо, потому что одно дело накинуть лут и все остальные прелести и маски на фотографию, в которой есть детали, а другое дело, когда деталей нет и вот пластилиновое лицо. Если говорить про ночные фотографии, здесь намного все сложнее. Почему? Потому что мы сейчас вот посмотрим, что это эквивалент 25 миллиметров, и тебе уже начинает казаться и 23, что не такие волшебные фотки у Пикселя. Но, в принципе, учитывая засветы, видите, засветов у Пикселя при работе со светом значительно больше местами. Притом прям конкретно больше. И говорить о том, что он ушатывает IQ, я бы однозначно не стал. Потому что и по детализации проигрывает, и мутненько слегка. По цветам, что тот, что другой смартфон не особо хорошо отработал. Хотя здесь однозначный лидер и победитель у нас IQ, потому что те, кто знают, какого цвета вот эти цветочки обычно, они поймут. Здесь, тем более, вот смотрите, опять же, тот же Pixel, тот же ультраширик. Ультраширики везде у нас, как всегда, не лучше. Это то, куда можно мобильные фотографии ползти и улучшаться. Вот работа IQ со светом, вот работа Pixel со светом. Все, что нужно, как говорится, знать. Однозначный лидер здесь IQ. Даже близко Pixel не стоит по ночной
фотосъемки, во всяком случае в этих примерах. Минусы: пластиковая рамка, нет мини-джека, нет 20-го бенда и довольно хаотичный разброс по автономности в различных сценариях использования. Не считаю, что этот МТК-шный проц был удачным. Вообще надо все плюс-минус так же прогонять, чтобы понимать, что хорошо, что плохо. Потому что, видите, если бы играли только в Diablo, показалось бы, или в Genshin, вау, открыли PUBG и все. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Во время распродажи она прям дропнулась, и я считаю, что она прям супер вкусная. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в описании. Распродажа идет, цены очень шикарные. Смотрите там также сторисы, у кого есть премиум в ТГ. Буду благодарен, если вы дадите туда голос, для вас это бесплатно технически. И тогда сторисов будет больше с аналитикой цен и рекомендациями, что брать, что нет. Этот смарт я покупал 4 раза, на 4-й раз мне его наконец-то отправили. 9s Pro Plus тоже отправили, но его на 3-й раз я его до сих пор еще не получил. И резюмировать я бы хотел долго и мучительно. Смотрите, я фанат iQOO. Больше обзоров, чем у меня, на iQOO нет ни у кого. Я покупаю все их смартфоны. Почему у меня некоторые выходят позже? Потому что, допустим, iQOO Neo 9s Pro Plus, который мне все еще идет, только на 3-й раз мне его послали, и то не послали туда, куда надо, и вот сейчас я его пересылаю. В общем, в целом я их люблю. Но, несмотря на это, за те же деньги, что сейчас у меня в руках это устройство, вы можете и правда купить Pixel 8a, который супер-мега глючный и компактный, правда, имеет рамки огромные, но снимает моментами лучше. Вы видели, в чем разница в съемке. Вы можете приобрести Poco F6, притом даже его у дома утрированно приобрести не так и дорого. Realme GT 6T. И вот все, что я перечисляю, это все глобалки. А iQOO, к сожалению, не глобалка. Да, он супер классный, под определенные задачи это прям вау, мега, цвет, блеск, красота, шик. Но с другой стороны, это как кто-то, когда говорит про Pro Plus, я вот взял его за 40 штук. За 40 штук можно вообще купить 12R вот от OnePlus, и это тот же BBK, только это глобальный. И если вот так танцевать именно от ценника, своих денег смартфон однозначно стоит. С другой стороны, куда вы денете эту мощность? Да, в Diablo играть кайфушка, но ты открываешь PUBG, почти 50% у тебя улетает. Вот для этого и нужны мои обзоры с многочасовыми тестами. И в итоге для чего этот супер проц? Не совсем понятно. Хорошо, что это новинка, будет дольше поддержка. Я напоминаю, что год назад вышел Neo 9. Его не советую покупать, потому что сейчас уже выйдет Neo 10 и, скорее всего, по плюс-минус такому же ценнику. Если говорить про его минусы, это, разумеется, довольно скромная защита от влаги. То, что Type-C-шник не по центру меня расстраивает. Как мне говорят, я все время вспоминаю отсутствие мини-джека, и это атовизм. Ну, мне наоборот, мини-джек нужен. Рамка пластик. Почему я говорю, рамка пластик? Потому что А55 металл, а он стоит дешевле на 20%. Итак, если танцевать, iQOO, конечно, молодцы, делают классное устройство, но они фактически копипастят то, что у них было, и продают за плюс-минус те же деньги. А мы хотим чего-то лучше и дешевле, правильно? Поэтому, если вы приобрели данный смартфон, вы сделали все правильно, смарт отличный. В этот раз странно, но МТК в целом показывает себя во всех смартфонах рано или поздно хорошо. И даже в плане видеосъемки. Напоминаю, что на него у меня была прожарка в 0 5-часовая, как он себя вел. Можете посмотреть на канале. Уверен, что вести он себя будет лучше, будут обновления. Смарт сам по себе, чем дольше ты гоняешь, тем лучше он становится. Однозначно, повторяюсь, версия Pro Plus, которая у меня будет на обзоре, имеет не меньшее количество конкурентов в своем ценовом сегменте, как и этот смарт. То есть в эти деньги можно много всего купить. А iQOO мы любим за что? Правильно, как и китайский Realme когда-то. За то, что топ за свои деньги. Никаких блокировок на iQOO-шке не было, думаю, не будет. И в целом повторяюсь, что система работает супер плавно. Мне безумно нравится его прямой экран, нравится отклик. Хотя в тесте в том же Antutu он как-то себя плохо показал. Но все остальное, в отличие от покафонов, у него хотя бы с датчиком приближения все в порядке. И это немаловажный фактор для ежедневного использования. Кружки в телеге убогие, от меня девайсу, повторяюсь, даже за ту стоимость, что сейчас продается, однозначно да, но я жду десяточку, как и вы. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Если нравится формат, обязательно оставьте любой комментарий, это безумно поможет проекту. Следующее на обзоре у нас будет ZTE Nubia Z60S Pro. Очень странный смартфон, тоже непонятно что, с чем и зачем. Его прожарка будет как раз сегодня. Доброго!